Всем привет! Наш сегодняшний видеообзор посвящен Ford Transit 470 с бортовой платформой. Пару недель назад очень забавная произошла история. Мне позвонил человек и сказал, что я посмотрел один из ваших видеообзоров и хочу такой же Ford Transit, как у вас, модификация 470. Но хочу его с бортовой платформой по моим параметрам. Окей, я выслушал все его параметры и создал ему автомобиль, который его полностью устраивает. Это наш главный критерий – собрать для вас автомобиль, который будет устраивать именно вас, а не то, что вам предлагает в готовом виде. Ford Transit собирается у нас в России. Он состоит из цельнометаллических вариаций и автомобилей в виде шасси. 470 индекс обозначает полную массу 4700 кг. Соответственно, это C-категория по правам. Модельная колесная база, которая здесь предполагается, единственная, предполагает установку фургона на 8 евро по лет. Форма зеркал заднего вида немного поменялась, но конструктив не изменился. Сюда перекочевал с переднего крыла повторитель поворотов. Верхняя секция, которая у нас стандартной формы, она увеличилась в размерах, имеет функцию регулировки салона, а также обогрев. Нижняя часть у нас по традиции сферическая для обзора мертвых зон. Она регулируется вручную один раз и без системы обогрева. Передняя подвеска у нас по традиции независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости. Установлены здесь дисковые тормоза, а также односкатные колеса 16 радиуса с индексом C. Местоположение горловины топливного бака не изменилось, но изменился доступ к нему. Теперь, чтобы сюда подлезть, вам нужно открыть водительскую дверь. При этом горловина теперь без функции запирания, потому что эту функцию выполняет специальный флажок на этом лючке. Задняя подвеска у нас зависимая, со стабилизатором поперечной устойчивости. Здесь многолистовые рессоры, усиленные сдвоенные 16 колеса с индексом C, что в совокупе вам предлагает грузоподъемность, заявленную от производителя, около 2,5 тонн. С учетом массы любой надстройки грузоподъемность немного снижается, и при этом в среднем где-то вы можете рассчитывать на грузоподъемность около 2 тонн. Местоположение запасного колеса не изменилось по сравнению с предыдущей моделью. Но на постоянной основе теперь здесь установлена специальная вставка, которая увеличивает монтажную длину рамы. Теперь фургон, который сюда устанавливается, длиной 4,3 метра. Задний блок фонарей претерпел значительные изменения. Функционально он остался такой же, но визуально выглядит гораздо симпатичнее. Из систем активной безопасности, которые остались от предыдущей модели, то есть это ABS, это система распределения тормозных усилий, это система курсовой устойчивости. В новой улучшенной модификации добавились система помощи при трогании на уклоне, очень нужная вещь. Это система контроля траектории, система контроля автопрокидывания, система оповещения при экстренном торможении. Сам по себе салон претерпел значительные изменения в визуальном плане, но при этом он также остается королем по количеству подстаканников, бардачков и скрытых и открытых полостей хранения. Здесь также на передней части остался подстаканник, специальное место для хранения бутылки. В водительской обшивке также есть пару мест для бутылки и каких-либо вещей, а также потайной отсек, куда можно поместить какие-то важные ценные документы. Очень большая площадь остекления кабины досталась от предыдущего модельного ряда. Соответственно, это большая обзорность, большая безопасность. Пакет улучшенной обзорности включает в себя все тот же обогрев лобового зеркала, а также обогрев зеркал с функцией электрорегулировки. Исполнение самой торпеды также претерпело значительные изменения. Но, как и говорил, остались все те же самые бардачки, подстаканнички, большое количество кнопочек. В отличие от предыдущей модели, теперь можно отрегулировать рулевую колонку по высоте вылета, а также по углу наклона. И при всем при этом тот же огромный выбор регулировок для водительского сидения. Здесь можно отдельно регулировать нижнюю часть, здесь отдельно можно регулировать угол наклона,
Сиденье можно также двигать вперед-назад, и остался все тот же отличный подлокотник. Рулевое колесо теперь значительно удобнее. Досталось оно от легковых модификаций. Слева от рулевого колеса располагается интересная шайба, которая позволяет вам включать ближний свет, дальний свет. Здесь спрятан небольшой валик для корректора фар. Здесь кнопка включения задних противотуманных фонарей, а также здесь джойстик регулировки зеркал заднего вида. То есть вы можете отрегулировать левую и правую сторону, а в случае необходимости можете в электрическом режиме сложить зеркала, а потом также разложить. Круто! Я не говорю о том, что уже электростеклоподъемники, центральный замок, который управляется с помощью ключа, для Форда давным-давно стали нормой. Но есть новые фишки, которые свойственны только Форду. Справа от руля появилось специальное небольшое окошечко, куда можно вставить свой мобильный телефон. Это удобно и безопасно. Видеть телефон свой постоянно, то есть либо навигатор, либо кто-то вам звонит, но хотя во время движения отвечать по телефону, конечно, я не рекомендую. Средняя часть претерпела значительные изменения. Здесь теперь нету этого откидного столика, как в старой модели, но здесь есть небольшая поверхность, чтобы складывать какие-то бумаги. Осталась прорезь для магнитолы размером 1 дин. Мы для нашего заказчика также магнитолку установили, включать ее не будем. Под магнитолой появилось интересное конструктивное решение. Если вы помните, на старом модельном ряду была прорезь для карточек, теперь она выглядит вот таким образом. Вставляется так, сюда, и в случае необходимости топливная карта, либо какой-то электронный пропуск. Две кнопки. Одна из них фальш-кнопка, которая показывает о том, что центральный замок закрыт или открыт. И настоящая кнопка – это кнопка включения аварийки. Под этим блоком располагается блок управления климат-контролем. Стандартные регулировки, тепло-холод. На этом автомобиле в стандартном исполнении установлен кондиционер в штатном месте. В стандартном исполнении в автомобилях иногда встречаются такие нужные вещи, как система предпускового отопителя Webasto. У нас здесь дилеры от нее отказались, но мы нашими силами на нашей сервисной станции вам доустановим этот отопитель. Правая часть торпеды предполагает лишь бардачок, довольно вместительный, также подстаканник, подбутыльник. Отдельно хочется отметить довольно, так сказать, модно выполненные сопла воздуховодов. С левой и с правой стороны они смотрятся здесь гармонично и прикольно. Над головой водителя располагаются огромнейшие солнцезащитные козырьки с небольшими такими вот вставочками, куда можно положить и зафиксировать. Также над головой водителя есть специальное место для хранения бумаг, каких-то документов и два отсека для установки тахографа. Так как автомобиль изначально С-категории, на него предполагается установка тахографа. Поэтому здесь, в этой полке, место для него предусмотрели. Сдвоенное пассажирское сиденье представляет собой довольно интересную конструкцию, в отличие от предыдущего, опять же, модельного ряда. Средняя часть. Здесь располагается вот такая вставочка, которая в виде некого столика. Можно остановиться, там, перекусить, два подстаканника, положить какие-то документы, зафиксировать их этой резиной. Поели, попили, убрали, погнали дальше. Для пассажиров также доступны трехточные ремни безопасности. Сиденья пассажиров теперь представляют собой довольно вместительные, конструктивно правильно сделанные места для хранения всякого барахла, которого поместится сюда очень много, в том числе вот такой желтый интересный заводской домкрат. Еще одна характерная вещь для Форда — открывание капота спереди с помощью ключа. Оно осталось неизменным. Под капотом у нас все тот же турбированный дизельный двигатель объемом 2,2 литра, мощностью 155 лошадиных сил, крутящим моментом 385 ньютон-метров. Он отлично работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач. И привод отправляет на задние колеса. По просьбе нашего заказчика здесь установлена бортовая платформа с задними распашными воротами.
Габаритные размеры, которые у нас тут получились, таковые. Длина 4,30, ширина 2,20 и высота 2,40. Высота нами была увеличена намеренно на 20 сантиметров, потому что для нашего заказчика очень важен дополнительный объем. У нас получилось здесь почти 23 куба по наружным габаритам с этой увеличенной высотой. Со стандартной высотой 2,20 там получается почти 21 куб по наружным габаритам. Сам по себе конструктив бортовой платформы следующий. В обычном исполнении здесь идут алюминиевые откидные борта высотой 400 или 600 миллиметров. В нашем случае наш заказчик попросил ему не делать здесь откидные борта, но сделать бортовую платформу с задними евроворотами. Соответственно, на нашем заводе мы установили вместо алюминиевых платформ вот такие вставки, которые в случае необходимости снимаются. Для усиления конструкции самого каркаса тента сварен металлический каркас. Он имеет вот такие фанерные усилители. Задний портал у нас из оцинкованной стали. Фурнитура дверей штангового типа также выполнена из оцинкованной стали. Двери мы делаем из 30-миллиметровой сэндвич-панели. Соответственно, они очень крепкие и жесткие. Материал тента импортный, из ПВХ. Цвет у нас серый. Крыша у нас почти прозрачная, поэтому освещение внутри не установлено в виде дополнительного плафона. На полу у нас сетчатая фанера в стандартном исполнении. Каждая боковина у нас имеет возможность разборки. Соответственно, вы любую внутреннюю часть разобрали. Если надо, также можете разобрать крышу и расчехлить тент для погрузки сверху. Если вам нужна боковая подгрузка, соответственно, разбираете усилители и расчехляете тент с наружной стороны. Механизм фиксации тента самый что ни на есть простой, с помощью троса и специальных петель. Разбираете, демонтируете эти вставки и сбоку грузите ваш товар. Когда мы увеличиваем высоту надстройки, соответственно, возрастает пятно сопротивления встречному ветру при движении автомобиля. Для исключения этого момента мы для нашего заказчика установили обтекатель. Давайте подводить итог. Ford Transit – модель, которая присутствует на российском рынке довольно давно. Развитая дилерская сеть. 2 года без ограничений по пробегу, срок гарантии. Межсервисный интервал 20 тысяч километров. Большое количество вариантов в виде цельнометаллических автомобилей, а также в виде шасси. Наша конкретная модель C-категории и грузоподъемностью 2200 кг может быть по вашему желанию переведена в B-категорию и в 990 кг грузоподъемность по ПТС. 8 палет вместимости, почти 23 куба по наружным габаритам. Возможность установки любой надстройки от бортовой тентованной до рефрижераторной. Все это разнообразие позволит удовлетворить любую потребность в автомобиле. Обращайтесь в наш автосалон. Мы вам соберем автомобиль по вашему желанию, по вашим критериям, чтобы этот автомобиль подходил конкретно вам и вашей организации. Если есть еще вопросы, обращайтесь к нам. Всего доброго. С вами был Кирилл Сычев.